Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Баран очень опечален словами Чинара и замирает. Он выходит из комнаты, но не помнит, как Чинар выгнал его, и не может спать всю ночь. Дилан понимает, что он не спит, и спрашивает Барана: «Я не мог спать. Поведение Чинара прошлой ночью было для меня очень тяжелым. Мой сын, которого он тосковал много лет, даже не хочет смотреть мне в лицо. Я никогда не испытывал такого отчаяния. Достаточно того, что он держит меня за руку, но он говорит Дилану, как глубоко расстроен, потому что даже не смотрит мне в лицо». Когда Дилан взял его за руку и сказал: «Мы должны быть терпеливыми, мы знали, что это будет трудный процесс, но есть еще одна вещь, которую мы очень хорошо знаем: любовь всегда побеждает, мы снова завоюем его доверие, поверьте мне. Бэрон, может быть, ты прав, но я не могу быть таким терпеливым, как ты, у меня перед глазами есть свой ребенок, но я не могу прикоснуться к нему. Он говорит, что свет моих глаз стал мне врагом на всю жизнь». Когда Дилан говорит, что лучшие награды получаются на самых сложных экзаменах, Бэрон говорит: «Я восхищаюсь вашей позицией и силой». Дилан говорит, что мы пришли сюда из самого темного места, мы черпаем силы друг от друга, не забывай, ладно? Если мы вместе пойдем посмотреть на его лошадь, я уверен, что это будет очень полезно и для тебя. Потом он вспоминает, с чего началась история их первой встречи, и говорит Барану: «Пойдем с сыном». Когда Бэрон спрашивает: «Было бы очень хорошо, как вы думаете, маленький джентльмен это примет?», Дилан выходит из комнаты, чтобы не мешало попробовать, чтобы я мог пойти и спросить. Он говорит, что надеется, что Бэрон примет это. Дилан и Баран вместе приходят в Чинар, и хотя она отвечает на доброе утро Дилана, она не отвечает на обиду Барана. Когда Дилан спрашивает Чинара: «У нас есть для тебя предложение, ты хочешь поехать в конный завод, чтобы увидеть свою лошадь?» Чинар спрашивает, приедет ли он тоже. Когда Дилан говорит, что мы пойдем все вместе, Чинар говорит, что тогда он не придет. Когда Баран выходит из комнаты, он говорит, что никогда меня не простит, я в этом виноват, он своим невинным сердцем поступает так, как должен. Когда Дилан говорит, что он всего лишь ребенок, а ты отец, не нужно сдаваться, Бэрон говорит, что ты прав, я буду продолжать бороться, чтобы вернуть сына, а Дилан говорит, что у тебя все получится, это будет твоя величайшая победа. Он думает о Тараке Чинаре, называющем его отцом, и о хороших временах, которые он провел с ним. Когда госпожа Хаджер приходит к нему и спрашивает: «Почему ты еще не вышел на работу, не оставляй компанию без дела, пока Баран занят своим сыном», Тарык говорит, что уходит. Акиф говорит Берфину, что он признался в своих чувствах Гэжи Айхан, и когда она спрашивает, что он сказал, Акиф вспоминает этот момент и вспоминает, что Берин ушел, не ответив. Берфин на самом деле очень счастлива, но думает, что мне теперь делать. Конечно, Акиф очень расстроен, что она ушла, так и не ответив, и говорит Гэжи Айхан, что она этого не хотела, поэтому она ушла. Когда госпожа Айхан говорит: «Вы, мужчины, все узнали, но вы не смогли узнать об этих женщинах, девочка, вы утнгаш, разве вы не понимаете?» Акиф говорит: «Я думаю не так, как вы, я все еще совершил ошибку, лучше бы я ему не говорил, я его побеспокоил». Пока Бэрон и Дилан едят и пьют у бассейна, Бэрон не может оторвать глаз от Дилана. Когда Дилан спрашивает, есть ли что-то на моем лице, Бэрон отвечает, что есть, Дилан пытается это очистить, а когда я спрашиваю, исчезло ли оно, он говорит, что оно все еще там. Когда Дилан спрашивает: «Можете ли вы сказать мне, что случилось?», Бэрон отвечает: «Твоя красота, твоя невинность, я рад, что ты здесь со мной, я могу смотреть на тебя днями и ночами, даже не моргая, не усталый. Твоя любовь дает мне силы и заставляет меня чувствовать, что в этой жизни нет ничего, что я не мог бы преодолеть. Когда я говорю: «Я рад, что встретил тебя, я рад, что полюбил тебя», отвечает Дилан. Баран говорит, мол, любовь со временем уменьшается, но это неправда, моя любовь к тебе растет день ото дня, как снежный ком. Дилан говорит, что вместе мы будем развивать эту любовь еще больше, ты и я, наш сын. Затем, когда я говорю: «Ты очень скоро завоюешь любовь нашего сына, ты снова будешь его героем», говорит Баран, «тебе удается каждый раз удивлять меня». Он целует его в щеку и благодарит его.
Когда госпожа Азади заметила, что господин Кудрет разукрашен и надушен, она спросила, что случилось, у вас есть хорошие новости. Она сказала: господин Кудрет, я не могу перестать радоваться, так как получила известие о моем Миране, он подарил нам самое прекрасное из чудес. Мисс Азади, когда мой сын говорит: куда вы ходите каждое утро, она сначала начинает говорить это с насмешкой и говорит: врач сказал вам прогуляться, вот почему мать говорит. Затем госпожа Азади говорит, что врач сказал вам прогуляться, но он не сказал вам одеваться и пользоваться духами во время прогулки, но с вами что-то не так. Чинар замечает, что кот в саду встревожен. Когда он спрашивает Дилана, что случилось, Дилан говорит: я не знаю, давайте спросим нашего эксперта по кошкам, и вмешивается Баран. Когда Баран говорит, что ему нужен специалист, Чинар спрашивает: вы эксперт? Баран говорит: да, я эксперт, но я не врач. Этому коту нужен врач. Когда он говорит: я заберу его прямо сейчас, Чинар спрашивает: мы собираемся пойти вместе. Дилан говорит: давай подождем здесь и позволим Барану забрать его. Дилан говорит Азади Ханем, что Чинар очень реагирует и злится на Барана. После того, как госпожа Азади говорит, что она еще немного откроет свое сердце и ваша любовь исцелит ее, она говорит: мне стыдно за то, что я сделала с тобой. Дилан говорит, что все совершают ошибки, а я не идеален. Госпожа Айхан и господин Кудрет встречаются на пляже под предлогом прогулки и завтрака. Он избегает даже произносить имя Чинара Барана. Пока он спрашивает Дилана, когда тот приедет, Берон приводит кота, чтобы его вылечили. Таким образом, Баран связывается с Чинаром и просит Чинара назвать кота. Чинар называет кота храбрым, и пока они продолжают разговор, Тарик приходит в гневе и спрашивает Барана, как он мог меня уволить. Когда Дилан говорит Чинару: пойдем внутрь, а не поговорим о делах, Чинар говорит: нет, я останусь с отцом. Когда Баран предлагает поговорить внутри, Тарик говорит: нет, мы поговорим здесь, и Баран говорит ему, что ему будут предоставлены все права, которые у него есть, но с этого момента вы не сможете войти в компанию. Тарик: Чинар, сынок, пойдем, дядя Баран возьмет тебя за руку и проведет внутрь, потому что мы ему никуда не нужны. Баран очень злится, и пока Дилан пытается его успокоить, Баран не позволяет отношениям между ним и Чинаром улучшиться, пока Тарик находится в этом особняке. Он думает о себе больше, чем о Чинаре, он использует Чинар, говорит: я на него злюсь больше всего. Затем Баран встречает в саду дядю Ахмета и, как всегда, советует Барану набраться терпения. Когда Баран говорит, что ему тяжело, дядя Ахмет отвечает, что Бог с терпеливыми. Он хочет отправить сообщение Акифу Берфину, но не знает, что написать. «Извините, если я вас обидел, напишите и отправьте». Пока Берфин думает, что делать, она хочет прочитать сообщение и написать ответ, но бросает писать, потому что чувствует себя виноватой. Пока Чинар спит, к нему приходит Баран и спрашивает, не мог ли он заснуть. Чинар говорит, что не может спать. Когда Баран спрашивает: «Хочешь, я усыплю тебя?» Чинар соглашается. Затем, когда вы спрашиваете, стоит ли мне рассказать вам историю, Чинар отвечает, что в этом нет необходимости. Она засыпает, а Баран ласкает ее волосы и гладит ее. Баран целует ее в голову и желает спокойной ночи. Когда она выходит из комнаты, Чинар, который, как она думает, спит, открывает глаза, желает спокойной ночи и снова закрывает глаза. Берон очень рад этому и сразу же рассказывает Дилану, что произошло и как он счастлив. «Мы провели время наедине с сыном, он поговорил со мной, пожелал спокойной ночи, а когда я пожелала Дилану, они радостно легли спать со словами: «Я говорила вам, что все будет хорошо, мы как всегда этого добьемся». Берон с любовью наблюдает за Диланом, пока он спит, а когда Дилан просыпается, он говорит ему слова любви и привязанности и делает хорошее начало дня. Когда Дилан говорит: «Я чувствую, что у нас будет отличный день», Берон говорит: «Конечно, нет причин, по которым этот день не будет хорошим с моей прекрасной женой и сыном». Берфин Айхан приходит к дамам, и там очень тихо и спокойно. Когда Акиф порезал руку во время приготовления еды для Ипека, Берфин беспокоится о нем. Госпожа Айхан вызывает Берфина в другое место, чтобы поговорить.
Говоря о том, что мне нелегко сюда прийти, и мне нелегко уйти, госпожа Хаджер вспоминает время, когда она сказала Гэже Азади не высылать нас из этого особняка. Он говорит, что никто не может меня послать, звонит кому-то и договаривается о встрече с Исметом, но никто не узнает. Канак говорит, я верну все это благодаря Чинару. Берфин и госпожа Айхан отводят его в сад и говорят, посмотри, девочка, я с утра наблюдаю за тобой с Акифом. Когда Акифу отрубили руку, он пошел в сад, причина мне известна, но давай. Посмотрите, известно ли это вам. Все, что у тебя внутри, отражается в твоих глазах. Посмотрим, любишь ли ты Акифа. Пока Чинар заботится о Джесуре, к нему приходят Дилан и Баран. Когда Чинар говорит, что Джесур съел свою еду, посмотрите, он съел все, Баран говорит, что это означает, что лекарство подействовало. Тем временем Тарик наблюдает за ними и пугается, когда Кудрет-бей подходит к нему сзади и касается его плеча. Кудрет говорит, господин Кудрет, вы видите, как счастлив Чинар, не оставляйте их, не трогайте их, я знаю, что они страдали годами, вы очень любите Чинара, любовь означает терпеть все, кроме одного, эгоизма. Если вы хотите, чтобы Чинар был счастлив, не ведите войну, которую вы проиграете, пусть он будет счастлив, говорит он. Когда Чинар говорит Барану «Спасибо, ты вылечил Чесура», Баран и Дилан очень счастливы. Затем, когда я спрашиваю, можем ли мы пойти на конный завод, Баран говорит, что да, Дилан говорит, что тогда пойдем, и держит Чинара за руку. Когда Чинар держит Барана за руку, Баран и Дилан шокированы и прыгают от радости. Когда он видит улыбающегося ему Барана Чинара, он плачет от радости. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.